Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события сегодня грядут и какие движения в связи с этим ожидать по ключевым активам, по доллару, нефти, золоту, рублю и так далее. Давайте начнем с календарика, посмотрим, что там сегодня у нас намечается, и исходя из этого подумаем, куда двинется рынок. Китай, здесь продолжается праздник. Вот все-таки так, если анализировать, не очень они удачно придумали в начале 4-го квартала делать праздник. По логике вещей, последняя неделя сентября было бы наиболее удачным временем, и, соответственно, как раз бы это позволило выпускать каждый год пар по окончанию 3-го квартала и дальше спокойно, размеренно начинать 4-й квартал. Так, друзья, сегодня объем промышленного производства Германии месяц к месяцу. Но, судя по динамике движения, все-таки в Германии происходит остывание экономики, и в этом отношении Германия хуже движется, чем Соединенные Штаты. Опять же, это связано со структурой экономики американской и немецкой. Немецкая экономика, она, конечно, заточена под автомобилестроение и то, что с этим связано в большей степени. Так, далее. Европейские ЦБшники будут выступать. Но пока, с моей точки зрения, это особого эффекта, наверное, не произведет сегодня. Так, а вот 14:30 публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Вот здесь может быть значительная волатильность по евро в районе этого времени. Ну и далее число первичных заявок на получение пособий по безработице в США в 15:30. Потому что вот именно это значение, это статистика, которая связана с безработицей, и другая статистика, которая связана с доходами американцев, она является ключевой в принятии решений ФРС. ФРС особо с инфляцией не заморачивается. Это у него в 3-й или 4-й строке. Они прекрасно понимают, что ключевой момент – это занятость и доходы большинства граждан. Инфляция, она представляет, с одной стороны, необходимый механизм для того, чтобы это реализовать, чтобы она была не более 2% средневзвешенная. Опять же, это макроэкономические расчеты. Но с другой стороны, рост инфляции будет подрезать и развитие рынка труда, и рост доходов. И поэтому ФРС на инфляцию смотрит только с точки зрения показателей доходов и, соответственно, занятости. Конечно, там имеет место быть достаточно сложная зависимость, как и в большинстве случаев, но тем не менее для ФРС ключевой именно показатель, связанный с доходами и занятостью. В прошлый раз получился всплеск первичных заявок, там какие-то движения в Калифорнии, которые первый раз, когда выпадающее значение возникло, объяснили тем, что там что-то с учетом, какие-то особенности свои местные. Но, судя по всему, здесь, я думаю, эта неделя будет знаковой. Почему? Потому что если анализировать данные, которые были ранее получены, здесь наблюдается рост и, соответственно, пробитие движения к значению 400 тысяч и его пробитие. Соответственно, сегодня, если это движение продолжается, то весьма вероятно, действительно здесь получили ситуацию, когда 400 будет в дальнейшем превышено. Если события развиваются таким образом, с одной стороны, ФРС должна продолжить предоставлять стимулирующие меры, выкуп активов, и, соответственно, не будет пока даже и думать, реально думать, не просто там заявлять, относительно того, чтобы начать увеличивать ставки. Но здесь дьявол кроется в мелочах, потому что вот этот рост, он как раз уже во многом связан с тем, что инфляция, она съедает экономический рост. И здесь получается ножницы давления двух факторов. Причем они входят в противофазу. И, соответственно, здесь возникает ситуация, когда, чтобы ФРС не заявила, обратное в дальнейшем движение может получиться таким образом, что оно будет против действий ФРС. И результатом этого послужит то, что Федеральная резервная система США, она будет вынуждена в какой-то момент принять импульсивные решения и сделать импульсивные действия. С другой стороны, если анализировать графики движения индексов, волатильности S&P,
то напрашивается такое решение, что до конца этого года ситуация должна быть стабильной, ну, по крайней мере, в разумных пределах. Никаких обвалов, ничего не должно произойти. Но как только наступает январь и февраль 2022 года, здесь возможны самые непредсказуемые варианты. Ну и, соответственно, критерий того, что ситуация будет усугубляться, это то, что сегодняшние данные выйдут больше, чем предполагается, больше прогноза. И в этой ситуации весьма вероятно в дальнейшем будет пробитие 400 тысяч, и, соответственно, ну, может сложиться эффект, когда ФРС потеряла контроль над этим показателем. Так, друзья, давайте посмотрим, какие сегодня события еще предполагаются, что уже произошло. В Пакистане землетрясение. Нюанс заключается в том, что сейсмографическая активность, если она начинается, она может затронуть большее количество регионов. Поэтому по ходу возникают все новые и новые риски. Там же Индия, Китай, соответственно, если вот эта активность, она продолжится и начнутся землетрясения в Индии и Китае, это уже будет очень серьезно. Так, ну вот крипта начинает оживать. К вопросу о том, что крипта все, ее сейчас обнулят и так далее. Нет. Слишком многие киты или крупные игроки, они держат крипту, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы в них были колебательные движения, для того, чтобы ее подешевле выкупать и дороже продавать. Так, ну и вот наиболее читаемые цены на газ снизились после того, как Путин предложил дополнительные поставки в Европу. Ну, я не знаю, мне кажется, здесь любая какая-то значительная новость, там выступление главы ОПЕК, еще там кого-то, оно в любом случае бы этот пузырь прокололо и немножко сдуло. И тут самое главное то, что на текущий момент все равно спрос он превышает предложение. И эта новость, это всего лишь движение отыграло на раздутом рынке, там, где маржа высокая. Я думаю, высока вероятность того, что цены на газ, они сейчас удержатся, и потом либо уже в декабре, в январе мы увидим дальнейший рост. По крайней мере, если не произойдет существенного изменения соотношения спроса и предложения. Что может на это повлиять? На это может повлиять либо теплая зима, но на текущий момент все-таки прогнозируют холодную зиму. Или же определенный откат в выработке энергии в части упора на зеленые технологии. Но опять же, здесь не совсем понятно. Даже если сейчас все как бы отменят и скажут, давайте использовать уголь, а где уголь-то взять? Уголь же порезали добычу. Возобновляемые источники энергии, те страны, которые сделали упор на ветрогенерацию, на солнечную генерацию, они достаточно нестабильный поток генерируют, и в этом вся проблема. Причем этот поток, особенно то, что касается ветрогенерации, он нестабилен не только в течение дня, он нестабилен вообще в течение года. Если сильные ветра, то, соответственно, много электроэнергии вырабатывается. Если ветров нету, либо они слабые, то электроэнергии вырабатывается мало. Конечно, есть регионы, например, там крайний север, крайний юг, северные полюса, где ветры дуют все время и очень сильные. Но если говорить об установке ветряков, допустим, где-то в Европе, то здесь зависимость от погоды будет достаточно ощутима. И поэтому те страны, которые начали значительно наращивать зеленые технологии, особенно то, что связано с ветрогенерацией, они столкнулись с тем, что не генерится устойчивый поток электроэнергии. Так, друзья, переходя к ценам на газ, месячный таймфрейм, действительно здесь такая ситуация, что подошли к определенному рубикону, и от этого рубикона может произойти отбой и, соответственно, движение цены на газ. Ну вот здесь ключевой уровень это 2,8. Но опять же, критерий того, что это движение состоится, пробитие значения 5. На текущий момент, да, на месячном таймфрейме двойная вершина, она здесь, вполне ее можно узреть. Но если ориентироваться на недельный таймфрейм, то рост цен на газ пока еще не закончен. Но опять же, есть риск того, что мы здесь имеем двойную вершину. И критерий того, что здесь двойная вершина, это коррекционный откат и пробитие значения 5. Так, друзья, то, что касается газа, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь действительно произошла заминка. Но опять же, если сравнивать вот этот вот откат цены, который был вчера, он значительно слабее, нежели те
моменты, связанные с ростом, которые до этого происходили. Поэтому я бы не стал сейчас утверждать, что вот это разворотная формация, и мы увидим, все, газ начинает падать. Да, здесь, с точки зрения дневного таймфрейма, возможно, действительно все будет идти к снижению цены на газ, если пойдет движение вниз и будет пробитие первого уровня 5.25. На дневке это не 5, это 5.25. Вот. То, что касается сегодняшнего дня, как будет развиваться события сегодня и на этой неделе, то здесь у нас четко нарисовался уровень 5,6-5,62. Соответственно, если этот уровень не пробивается, то я думаю, либо завтра, либо на следующей неделе мы увидим дальнейший экспоненциальный рост газа. А то, что там кто-то что-то сказал по поводу поставки газа, там российский президент или президент там Катара, другой страны там, или какой-то газовой крупной компании, надо четко понимать, что это новость, которая она позволяет выпустить пар. Потому что газ, его вот так вот просто не возьмешь из ниоткуда. Если мощности были сокращены, нужно какое-то время для того, чтобы их нарастить. Так вот прямо сразу он не появится, даже если есть острая потребность и необходимость. Поэтому ближайший тренд, как он будет развиваться, сегодняшний, завтрашний день определит. Если здесь не возникает пробоя, то мы продолжаем дальнейшее восхождение. Цель по 2008 году достаточно высокие, их еще можно переписать с учетом наличия денежных средств, которые гуляют по рынку. Так, друзья, давайте далее посмотрим «Газпром». Да, здесь действительно вчера был первый ключевой рубеж, который в районе 379 находится, он был взят. Там он пробивался, была проторговка. Но смотрите, если рассматривать среднесрочно все это движение, то здесь, получается, закрытие было выше этого уровня. То есть это говорит о том, что здесь еще, несмотря на попытку разворота, высока вероятность того, что это не разворотная формация пока. Критерий того, что она станет разворотной, это коррекционный откат и, соответственно, пробитие вот этого диапазона 345-350. Обращаю внимание, что уровни могут немножко сдвигаться. Не сдвигаются они только у активов, которые торгуются длительное время. Это нефть, золото. Там, они тоже сдвигаются, но в меньшей степени. Вот эта ценовая ниша для «Газпрома», она новая. Раньше он здесь особо так не торговался в этих значениях. А если рассматривать 389-390, таких цен вообще не было. Так, друзья, если по «Газпрому» переходить на часовик, здесь у нас что получается? По часовику движение вниз открыто, потому что пробили 380-379. Соответственно, здесь новый торговый диапазон для него это 369-390, 395. Но на самом деле хороший торговый диапазон. В принципе, для интрадей этого вполне достаточно. Здесь, мне кажется, даже не надо заморачиваться относительно того, то есть будет он, не будет падать. Текущая ситуация указывает на то, что весьма вероятно «Газпром» будет открываться вот в этом боковике 373-387. И здесь для уверенного роста, если таковой будет происходить, необходимо, чтобы произошло движение, цель которого потестить 373, вот это вот значение. Я думаю, с утра более вероятно вот такое движение. Дальше, в зависимости от ситуации на мировых площадках, либо будет пробой 369 и, соответственно, движение в район 360. Либо, если пробой здесь не возникает, мы получаем коррекционный отскок в район 391-388. Вот сюда, к этим значениям. Но часовик указывает, на то, что весьма вероятно мы увидим сегодня движение вниз, но в случае пробоя вот этого нового уровня 369. Часовик у него негативный. Так, друзья, далее, возвращаясь к календарику волшебному. Сегодня достаточно много будет событий, они связаны с Европой, с ЕЦБ. Так что я полагаю, евро сегодня полетает. Так, друзья, давайте перейдем далее более углубленно к графикам. ВИКС, индекс страха и волатильности. Но здесь ситуация достаточно позитивная, потому что он расти не стал. То есть он двигается в консолидационном диапазоне. И здесь
судя по вчерашнему закрытию, даже есть достаточно ощутимая вероятность того, что может на этой неделе произойти пробитие уровня 20,6 и уход в район 18,5. Но для этого необходимо, чтобы вышли хорошие данные по безработице, чтобы не было движения на 400. Но если следовать обычной логике, если следовать маржинальной логике, то наоборот, если выйдут плохие данные, то есть рост первичных заявок, то должно быть снижение ВИКС, потому что в этой ситуации по логике вещей ФРС должен отсрочить снижение стимулирующих мер. Если опираться на такое слово, как фрактал движения, но определенные картины, которые уже рисовались на движении цены этого актива, то здесь весьма вероятно, что действительно до Нового года ВИКС будет удерживаться вот в этом диапазоне, ходить 25, 18,5, а потом он улетит наверх. Так, друзья, далее S&P, здесь вообще оптимизм. То есть, видите, новое донышко нарисовали, которое в районе 4300-4280. Сейчас он от него отбивается и пытается расти. На сегодняшний момент, цель движения 4470, она просто напрашивается. И, соответственно, пробой вот этого лоя 4280-270 приведет к тому, что пойдет очень сильное коррекционное движение вниз. Вот эта вся формация на дневном графике, она указывает на то, что большая вероятность того, что либо сюда развивается движение в ближайшее время, либо после консолидации вот в этом суженном диапазоне движение пойдет наверх. Но, сами видите, здесь произошел слом. И вопрос только, когда этот слом окончательно даст о себе знать. Так, друзья, далее нефть. Немножко цели 84 не сделали. И поэтому произошел локальный разворот. Но пока что, если опираться на часовой таймфрейм, это так себе. Просто небольшой коррекционный откат. Соответственно, на сегодня, первую половину дня, удержание уровня 80,2-80,3 по Бренту приведет к тому, что отсюда будет движение восходящее продолжаться целью 82,8 вот сюда, вот к этому значению. Если здесь сегодня в первой половине дня возникает пробой, то мы по нефти увидим коррекционный откат на 79,1. Так, друзья, далее рубль-доллар. Рубль-доллар застрял вот здесь в этом диапазоне. Видите, рублю не дают укрепляться. Сейчас еще нефть немножко откатилась и начинает несколько хандрить, пока слегка. Соответственно, на текущий момент пробитие вот этого диапазона 72.33, 72.36 приведет к тому, что рубль сначала укрепится на 72.25, и потом отсюда пойдет импульс движения, цель его будет сходить на 72.05, 72. Такой сценарий при текущей нефти кажется естественным, но, судя по всему вот этому движению, сейчас будет здесь консолидация, и отсюда возникнет движение наверх, цель его будет 72,5. Такой сценарий, я думаю, наиболее вероятен на сегодня. Менее вероятен сценарий пробития диапазона и уход в район 72,05. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь он должен сейчас консолидироваться. И, соответственно, в случае пробоя 182 200 будет сразу движение, у которого цель 184 500. Вот она повыше находится. Если сейчас с утра все-таки будет пробой 180 500, то, соответственно, он уходит консолидироваться в районе 178 850, вот сюда, к этому значению. Но здесь все указывает на то, что пока должен вот здесь вот где-то боковичок быть до обеда, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее евро-доллар. Смотрите, какое-то время назад, несколько месяцев, мы с вами рассматривали начало пробоя 1,1790. Я тогда обратил внимание, что пробой 1,1790, он весьма вероятно приведет на уровень 1,16. Вот сюда. Вот, собственно говоря, это и произошло. Но поскольку инструмент, который в себе содержит очень много игроков и много интересантов, и мировая экономика на нем очень сильно завязана, то, соответственно, такого простого и легкого движения на 1,16 не получилось. Получилось оно заковыристое и очень мутное.
Так, ну на текущий момент сегодня очень много событий по ЕЦБ. Если рассматривать часовик, то здесь произошел разворот. Цель его движения вот эта желтенькая линия 1,1615. Но сегодня с учетом публикации информации, выступления ЦБшников европейских, очень большая волатильность будет. Но все указывает на то, что даже если будет задерг на 1,1540, весьма вероятно по евро разовьется движение наверх. Так, друзья, ну и Сбербанк, куда без Сбербанка, они с Газпромом соревнуются, пока Газпром опережает, он к 400 подошел первым. Здесь ситуация на текущий момент указывает на наличие вот у него сильной поддержки 357-358. Если она не пробивается, то у нас все это движение ведет к тестированию и пробою 376 и уходу наверх. Рывками идет движение, но пока признаков того, что вот этот рост он завершился, судя по часовому и дневному таймфрейму, его нету. Пробой вот этого уровня 357-358 будет свидетельствовать о том, что весьма вероятно мы где-то развернемся сейчас. Друзья, обращаю внимание, Сбербанк шортить нельзя. Даже когда, если мы подойдем к тому моменту, когда все будет валиться, не шортите Сбербанк. Шортите другие бумаги, ВТБ, там, Русгидро, но не Сбербанк. Потому что Сбербанк, он с одной стороны прокси на российскую экономику и нефть, с другой стороны это ключевая фишка, которая будет участвовать в дальнейшем развитии российской экономики. Идет цифровизация. И поэтому эту бумагу нельзя шортить. Даже когда все будет падать, вот должно быть табу на шорт Сбербанка. Так, друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Хорошего торгового дня вам, успехов во всех начинаниях, профита, здоровья и всего самого лучшего. Счастливо!